Друзья, всем большой привет! Сегодня с вами хотел бы обсудить мой бой на мастера, танк Супер Першинг. Хотел бы показать, на что эта машина способна в современном рандоме. Обзор на танк я уже сделал, кто не смотрел, оставлю ссылку в описании под видео, обязательно посмотрите. Играю я через турбину, вентилятор и досылатель. У меня есть также вторая альтернативная сборка, там идет стабилизатор, вентилятор и досылатель. Мы играли во взводе с моим другом. Решаем изначально поехать в квадрат J5. Занять зону и стреляться с тяжами. Видим, что у меня 34 ББшки и 20 голдовых снарядов. На голде Першинг играется очень уверенно. Пробития хватает, 258. Это за глаза для любой восьмерки. Мы видим, что нас забалансило в бой с 7 уровнями. Знаю, многие из вас скажут: да, Артем, ты в топе, ты чего? Чего ты еще хочешь от этой машине? В топе она реально способна. Я хочу просто вам показать, на что способен хороший премиум танк за адекватные деньги. Потому что мы недавно о нем разговаривали и решили, что эта машина многим подойдет, особенно новичкам. И вот именно это показательный бой, на что машина способна, если вы понимаете, как на ней играть. У меня турбина, то есть машина с турбиной ездит 40 км в час очень даже уверенно. Это позволяет нам приехать раньше тяжелых танков. Как видим, сзади катятся наши тяжи. Прокатываясь вперед, вижу Сапсан. Понимаю, что работать по Сапсану в данном моменте мне неудобно, тем более ББшкой с пробитием 202 я его никогда не пробью, это точно. Поэтому я попробую дать по нему еще пару шотов и переходить на голду. Как бы это ни звучало, друзья, хочу, чтобы вы поняли для себя: если у вас нет возможности работать базовым снарядом, но нужно работать, вам нужно работать голдой, для того, чтобы вы сдерживали направление и не позволяли противникам атаковать вас. И это очень важный момент, потому что многие, друзья, игроки, играя чисто на ББшках, очень во многих моментах проигрывают от того, что не могут наносить урон. А игра у нас как бы, она вся про урон. И если вы не дамажите, вы проигрываете автоматически. Поэтому вы должны отбивать свое ХП на машине. И для этого вам в любом случае придется в том или ином моменте стрелять голдой. У меня здесь не сильно много голдовых снарядов, то есть видим, что всего лишь их 20 штук. Даю я свой первый урон. Видим, что Першинг очень неплохо танкует, а в этом бою будет заблокировано рекордное количество урона. Бой на СНГ сервере, на стандартном, то есть на евро сервер мы еще пока не перешли, так что если кто-то будет писать бой с нубами, нет, это обычный современный рандом. Мой совзводный сзади пытается, уже получил на половину хп, как видим. 1000 очков у него остается. Здесь слишком острый угол. Я не смог продамажить Они, но на этом бой не закончится. Видим, что у меня уже 1000 заблокированного урона. Я продолжаю дальше разминать Сапсан. У Першинга очень неплохое орудие, особенно для ближней дистанции. И с этим орудием нужно считаться. Особенно когда на бронебойно подкалиберных снарядах, на голдовых. Здесь, ну, действительно, друзья, нужно понимать, то, что не так-то все и просто. Поэтому продолжаю дамажить, будем разговаривать о танке, скажем так, в реальном времени. Машина, как я уже говорил в видео, если вы видео по нему посмотрите, вы услышите это еще раз, то что для новичков машина подходит, и играть на нем можно спокойно, как на тяжелом танке, что в принципе я и делаю. Я приехал в ТТ-позицию, занял ее, поджался как можно ближе к зоне, к рельефу скалы, чтобы скрыть свою слабую зону. Это полностью правая часть машины со лбу, это трубы, где находится люк, это пулемет. То есть здесь я абсолютно практически неуязвим, если не подставляю эту зону. Уязвим только буду в щеку, и возможно каким-то сверхкрупным калибром меня смогут пробить в НЛД. В остальном я спокойно себе танкую, стою от корпуса даже, не от башни, как многие могли бы сказать, танкует только от башни. Нет, Першинг отбивает и от корпуса. Видим, что уже 2550 заблокированного урона у меня есть. Продолжаю спокойно здесь дамажить противников. Они ББшкой было бы трудновато пробивать, разве что в эту зону или в погон башни, когда он к вам довернут, что получается прямой угол. Здесь, видим, умирает мой совзводный, к сожалению, и остаюсь я здесь практически один, поскольку за спиной этих двух ребят, ну, я не считаю, это два танка 7 уровня. Давайте откровенно, на что они способны. Тигр ставит мне на гусеницу, ну, я играю с обычной ремкой, хотя можно было бы играть с голдовой, но для меня Супер Першинг это фармовая машина, тем более льгот, я обожаю Супер Першинга для
фарма, очень часто его использую. Его Т-34-3, также использую альпийского тигра, то есть у меня льготов хватает для того, чтобы комфортно играть. Поэтому на Супер Першинге я играю довольно часто, не стоит удивляться. Поскольку машина, ну, она действительно хорошая. Те, кто владеет этим танком, те это прекрасно знают. Поэтому потихоньку начинаю проезжать вперед. Не получается у меня здесь добрать Они. Он сейчас остался шотным для меня, но подставляться более он не станет. Видим, что у меня один голдовый подкалибр остался. Я даю его по альпийскому тигру и понимаю, что здесь, в принципе, без голды мне уже будет довольно сложно по ним работать. Ну, не считая в такой проекции альпийского тигра, который просто ему повезло то, что я не попал. Поэтому спокойно стоим, настреливаем, видим, что 3000 урона у меня уже есть, 3600 заблокировано, очень удачно я здесь отстоял. Танкую дальше альпийского тигра, 3990, то есть видим, что при должном подходе и должной сноровке, если вы знаете, на что ваша машина способна, вы можете заблокировать большое количество урона и уверенно стоять. Видим, я практически фуловый, практически не потерял хп и остаюсь очень опасным противником. На данном этапе я принимаю решение немного отойти назад, отсветиться и поехать в центр, помочь там нашим союзникам. Так вот, друзья, для чего я показываю вам этот бой? Ну, во-первых, потому что он мне показался показательным, как бы это ни звучало, как тавтология, да. Эта машина часто играет в таких сетапах, где семерки, часто играет где восьмерки. Даже если бы там, как видели, против меня были танки 7 уровня, не считая Они. Остальные, 7-го, 8-го, прошу прощения, только Они был семеркой. Поэтому я без каких-либо проблем с ними стоял и на уровне стрелялся. Да, пришлось использовать голду, но в той проекции, как находился Сапсан, его ББшкой было бы крайне трудно пробить. Это шанс 1 из 20 выстрелов попасть так, чтобы прокнуло бронепробитие. Поэтому, друзья, заканчиваю бой я уже, соответственно, на ББшках, поскольку голда закончилась. Тем более бой будет фармовый, учитывая, что у меня пресс-аккаунт. Фарма будет достаточно. Так вот, к чему я веду? Машина очень хорошая для новичка. Она способна играть даже с девятками. Если вы возьмете там с собой 15 подкалиберов, и у вас есть премиум аккаунт, с которым вы спокойно просто будете зарабатывать кредиты на этой машине, даже на голде, если вы там за бой отстреляете 15-20 подкалибров, вы в минус не уйдете. Если продолжите дальше настреливать уже на базовом снаряде, проблем не возникнет. Объективно говоря. Поэтому, если вы новичок и ищете бюджетный прем для фана и для нанесения урона, это отличный выбор, отличная машина, и вот вам показательный бой, который показывает машину во всей красе. И таких боев, друзья, их достаточно много. Ну, то есть, я не могу сказать, что у меня стабильно 3000 урона плюс на этой машине, я не такой прям крутой игрок, чтобы именно так настреливать, но двушку с редухи наносить за бой вполне реально, учитывая даже при том, что у вас альфа за выстрел 240. Ну, а 240, вы сами понимаете, двушку с 240 настрелять, это нужно, ну, еще постараться. Работаю я здесь по альпийскому тигру. Стараюсь его загуслить, для того, чтобы получать также ассист. Поэтому надеюсь, я очень надеюсь, что вам этот бой понравится. И вы его оцените в полной мере. Как видим, 4400 урона я нанес, 5800 заблокировал, 3 фрага. И это победа. Поэтому, друзья, если вы еще думаете, стоит ли брать эту машину, я могу однозначно сказать, стоит. Это не реклама, Wargaming мне ничего за это не платил. Просто хочу, чтобы вы выбирали те прем-танки, на которых вам будет интересно и легко играть. Поэтому до новых встреч и пока-пока.